Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир сегодня, 18 числа, в августе, с Игорем Мосейчуком. Он на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Ну, знаете, кроме того, что август 18 число, завтра Спас, в общем, как бы хороших новостей нет. Почему? Потому что летит куда зря, и мы видим, что бьет Украина, Зеленский публикует планы, куда бить дальше. Попадает по Украине знатно тоже, сообщает опять-таки российская сторона, что сбили самолет, попали в локомотивы, склады, 4-я тревога за день в Киеве летит по относительному новому маршруту через Славутич реактивными дронами по столице. Ну и, понятное дело, продолжаются, скажем так, баталии в Черном море. Все это будем сегодня обсуждать. Как всегда, всех призываю подписаться на Мосейчука и вопросы задавать. Если вдруг какие-то вопросы мы не успеем осветить, Игорь Владимирович всегда как бы берет эти вопросы для своей рубрики ответов на вопросы. Что по ответам, что по вопросам? Как всегда, клуб зрителей «Шелест». Как обычно, сообщество YouTube, там можно вдумчиво заблаговременно оставить вопрос, ну или онлайн, интерактивно, но в самом финале, да, в самом конце, как говорится, на закуску, вот оставляйте свои вопросы в чате трансляции. А пока в чате вот такое голосование. У нас же тут, пока тут суть до дела, новый политический сезон начался. Депутаты вышли, 2 новых слуг подтянулись взамен выбывших. В общем, Безуглая вернулась. Прям начинается движуха. Депутатов встречали словом «ганьба», картонки. Так вот, вопрос по поводу картонок. Удастся ли Зеленскому сменить министра обороны на Хмару? Все-таки подал Зеленский Хмару и Сибигу на утверждение снятия приставки ИО, а Федоров, которого требует толпа картонок, давал интервью недавно. Ну, в общем, интрига, что сейчас, да, вот завтра будут голосовать, соберутся, не знаю, самое большое количество картонок и будут депутатам мешать. Варианты ответов: удастся или нет? Да, удастся. Картонки повержены. Второй вариант: нет, депутаты испугаются, будет ИО, ну то есть долго будут ИО, в общем-то, это вот такая надолго песня, пока картонки не рассосутся. Третий вариант: картонки победят, внимание, и Федорова все-таки вернут. И четвертый вариант: найдут еще какую-то кандидатуру, то есть когда будет клинч, быстренько кого-то подшаманят и вот там какого-нибудь а-ля Шмыгаля, ну имеется в виду нейтральную абсолютно фигуру, ни рыба, ни мясо, и в общем-то все согласятся и проблема уйдет. Как вы оцениваете эту интригу нового политического сезона украинской политики? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы имеем дело с попыткой полноценного дворцового переворота. 2 фракции одной партии войны. Одна фракция – это крысаки Банкова, я ее называю, зелені щури. Вторая – это молодая поросль соросяток, которые фактически руками которых и которые и осуществляют этот дворцовый переворот. Зажравшихся крыс они хотят сожрать сами. Это вообще напоминает все, что происходит сейчас в украинском политикуме. Вокруг этого всего, напоминает мне крысобойню. То есть в бочку кинули крысаков, и они пожирают там друг друга. Скажите, какая людям, какая украинцам разница, кто будет министром обороны? Если и в том случае, и в том случае топят за войну. Если за мир даже говорить никто не хочет. Если реформа ТЦК была. Смотрите, Федоров нам рассказывал, есть реформа, правда, показать забыл до сих пор. Драпотый перешел, говорит, мы все изменим. Знаете, кого готовят назначить этим самым главным по ТЦК?
по мобилизации. А у нас есть такой главный по мобилизации? Ну, есть в структуре Минобороны, в структуре Генштаба есть люди, ответственные за мобилизационные мероприятия. Бывшего Хмельницкого военкома. Особенность кум Драпатого. Ну, то есть одних кумовьев на других. Да, никогда и снова. Одни генеральские жопы, я извиняюсь, на другие жопы генеральские меняют. Ничего не меняется. Что людям от этого? Но в целом, конечно, это отбивается, если не на людях, то на войне, на государстве, на стратегических вещах. Первый этап это были пленки Миндича, второй эти картонки бегающие. И вот сейчас мы ожидаем третий. Третий может быть какой угодно, начиная от сакральных жертв, заканчивая там арестами НАБУ, как вчера угрожали там Арахамии, Ермаку, ну и так далее. Вот. Очевидно, по состоянию на сегодня я отвечу на ваш вопрос, что картонки повержены. Их просто Зеленский, грубо скажу так, по такому, по пацанячему, обоссал превселюдно, помочился. И сказал все. А Федоров стоял в сторонке и наблюдал. Вы же видите, он же, я не выйду, я не приду, я поддерживаю. Ну, кроме всего, я изначально говорил, когда вчера разгонялось массово, я видел, что это же разгон идет, и вы, я уверен, убеждены были, что голосов нет. Просто разгон, ну, массовый, по каналам, голосов нету, голосов нету. Я был уверен, что есть. Я не удивлюсь, что если там сегодня к вечеру или завтра утром еще и Покладов внесут, потому что и на него голосы есть. Мне вообще некоторые там народные депутаты сказали, если Поклад зайдет в ложу, то 350 насобирается. Да ладно, ну прям какой-то Берия до своего обнуления вы рисуете из поклада. Ну, Берия не Берия, а Украину в заповедник имени Берия они вместе с Зеленским превратили. Понимаете? И страх у депутатов очень большой. Там, понятно, и папочки, и все известно, и так далее, и так далее. Я думаю, что по состоянию на сейчас развитие событий может быть следующее. Если мы не увидим контрудара этих соросят, грантоедов, как Ну, то угодно. есть, если Арахамию с подозрением, Ермака с подозрением вторым не примут, вы это имеете в виду? И еще что-то подобное. Если не случится сакральной жертвы. Ну, мы же уже проходили убийство Гангадзе. Мы проходили, они же дети. Ну, на Майдане, понимаете? То есть, потом стрелял. До сих пор никто выяснить не может. Один другого, третья сторона, и что за третья? Грузинские снайперы или это самое? Потом уже обрастает мифологией, лепят там, ну, все, что можно прилепить к этой стрельбе, ну, и все. И вот так и забыли. Никто и разбираться, ну, нихуя. Вот сейчас третя жертва, якийсь там знаковий журналист с изданий Фиалы или еще чего-то. Или картонки где-то выйдут, а там кто-то гранату подбежит, бросит. Ну, проходили же это, видели, была же наша история. Вот. И потом пойдет накручивание, кровавый режим, то мы не понимаем кукловоды. Соросята, что хорошо, что соросята, но там же кукловоды, и кукловоды не в стране. Но они сейчас будут решать главное, что делать. Смириться. Им тот Федоров, ну, сердечко можно поставить. Этот самый.
Им плевать на того Федорова. Они списывали не таких, как Федоров в свое время. Поэтому они сейчас будут смотреть, как им выгоднее. Сохранить сотрудничество с режимом Зеленского или сметать его. Я думаю, что именно там, в этих заграничных центрах, контролируемых глобалистами, будет приниматься решение, что произойдет по факту в ближайшие дни в Киеве. Тут тоже интересный момент. Если сметать Зеленского, а как же война? Вы что, опасность? Как так? Разве так можно? Тут фронт, тут удары такие тяжелые, тут ПВО нет, баллистики нет. Как Вы о так? чем? Вы о чем? Ну, страна может не выдержать, если вот такое потрясение еще добавить. Вы знаете, приближается День независимости. Не знаю, кто-то будет праздновать, не будет. Я точно нет, потому что независимость дали в ломбард, суверенитет продали. И плевать кукловодам, плевать глобалистам. На 100 человек больше погибнет. Или на 100 тысяч. Ну, украинцы гибнут, не они. На 20 километров или на 200 продвинутся российские войска, тоже плевать. Сгорит только Запорожсталь или еще и Криворожсталь, ну, присоединится к горению. Им на это глубоко, глубоко плевать. Поэтому вообще считать, что они будут считаться с проблемами на фронте, с другими вещами, не будут, Александр, не будут. Они считаются исключительно своими интересами. Поэтому они возьмут, посчитают, посмотрят и примут решение. Чистый прагматизм глобалистов. Никаких национальных интересов Украины и украинцев. Очень интересно, что сегодняшнее событие в Одессе, и, собственно, так называется наш эфир, «Дуй, пакуй и комплектуй», это вот заставка на телефоне одного из принятых из 10 ТЦКшников одного из районов Одессы, у которых 15 эпизодов только зафиксированных, да, издевательств, ну, в общем, ДТП, сбивали машинами, паковали, лишали свободы и так далее. Вообще, конечно, вот это вот «дуй, пакуй и комплектуй», с одной стороны, нам говорит о духе времени. Ну, то есть, можно книжку с таким названием написать. Но если так серьезно подойти к этому вопросу, ну, вы же представляете, это вот эта среда. То, что мы, когда мы с вами говорим, вот, там, личная гвардия Зеленского, это опора его режима, это вот опричина, это вот эти все товарищи, которые вот, это его элемент или там рычаг страха на общество. Нам говорили, да, что вы там да, ну, успокойтесь. Нет, ну, человек, какой бы он ни был, оторванный, придурок, не человек, но не будет себе на мобильный телефон ставить эту заставку. Правильно. А что это вдруг за них взялись, Игорь Владимирович? Смотрите, ну давайте почему за них взялись, сейчас поговорим. Первое. Такую заставку на телефон себе может поставить исключительно отбитая личность полностью. Плюс до того личность, которая входит в сообщество, которой ничего не страшно и так далее, и так далее. Вы знаете, новость такая промелькнула, интересная. За последние полугодие в Испанском королевстве граждане Украины приобрели 50 тысяч единиц недвижимости.
Вот у меня вопрос и к зрителям, и к вам, Александр. Вот скажите, как вы думаете, вот эти вот несчастные, которые бегут через Молдову, которых ловят в Румынии, угрожают назад вернуть, которые там пробираются как только могут, это они купили? Да нет. Ухылянты, да. Че, ухылянты. Это как раз и купили те, кто на войне зарабатывал, ТСКшники. Вы же видели Кочуру, который сидит у Влащенко и говорит, 10-12 выйти из ТЦК за должность 50 районный, 150 областной. Ну, во-первых, цифры занижены, устаревшие. Ну, он имеется, Господин подождите, Кочура. имеется в виду, что он говорил, что сколько денег нужно дать взятки, чтобы тебя назначили начальником Да, того или иного ТЦК. да. 50, 150, вот такой разлет, да. Цены занижены, уже они давно повысили. И вообще интересно выходит, когда об этих цифрах и о тотальной коррупции, запугивании людей, издевательствах начали говорить Шелест, Мосичук и там некоторые другие, то нам сразу прицепили санкции РНБО. Правда? А тут на тебе и этот самый целый народный депутат начинает рассказывать. У меня, правда, вопрос. А почему депутат Кочура не подал... и говорит, ТСК надо распустить. Ну, такое впечатление, что наши эфиры послушал. Распустить, всех проверить, чуть ли не через полиграф прогнать, ну, имущество, все. У меня вопрос. Два штучки маленьких. Первый. Сколько депутат Кочура написал заявлений в НАБУ, САП и другие правоохранительные органы по поводу вот этих цифр, о которых он говорит? Мосичук регулярно ведет переписку. Да, они там штырят один другому, но факт остается факт. Это раз. Второе. А почему депутат Кочура не подал законопроект о расформировании ТЦК, о том, что на его месте будет, да? А почему депутат Кочура голосует за продолжение мобилизации, ну, то есть людоедства фактически? А я дам ответ, потому что он часть партии войны и не хочет от этого отказываться. А партия войны это ж такое, вы же видели, он Полякова уже промяукала, это Ой, самое. а вы так восторгались и так говорили, Нет, смотрите, я какая не молодец, какая вот давайте поддержим. Смотрите, Ну вот Александр, поддержали она раз и в кусты. Александр, я не жалею абсолютно о том, что я говорил, и я говорю правильно, и надо поддерживать любого. А они должны ломать. И чем больше будут ломать, тем быстрее их не конец будет. Понимаете? Это же известная революционная формула. Провокация, репрессия, революция. Вот, одна ж там догадалась, прибежала, там эта актеришка начала кричать, там, Олежка такой-сякой, агент Кремля, вот меня тут, а вы простите, помогите. Знаете, мелкие людишки, но то, что сказала, уже хорошо. То, что отказалась, а все поняли. Понимаете? Поэтому это тоже хорошо. Это и одно движение, и второе ускоряет уничтожение этой гнили зеленой, которая облепила нашу страну. Ну вот как-то, знаете, гнили меньше не становится. И абсолютным ванизмом сегодня повеяло с церемонии похорон. То есть похорон
как это, 18 число, то есть 14 числа, то есть 3 дня, да, даже больше, кости где-то болтались Коновальца, Белецкий стейшн устраивал, да, а сейчас вот его похоронили, все-таки предали земле, перевезли, предали земле. Зеленский был, толкал речи о том, что мы не можем как бы вот так рассориться все, как вот тогда, там условно 100 лет назад. На похоронах взяли, сняли флаг с гроба Коновальца и вручили ему. Интересно, что люди заметили, что на всех похоронах военнослужащих Украины, это сопровождается, все понятно, это акция вот этим полковник с возвращением, вот эта вся история, билборды, Азов, Белецкий рекламируется на этом фоне. Но вообще заметили подписчики, что когда ну, много ж похорон в Украине, они все видят, что флаг с гроба дается родному человеку. Я не знаю, когда породнился Зеленский с Коновальцем, и если бы жил бы, был бы Коновалец и встал бы и посмотрел бы на это все, ну, наверное, у него было бы особое мнение, судя по его идеологии, о происходящем. Смотрите, ну, вы однозначно правы. Ну, во-первых, давайте, раз уже подняли эту тему, еще раз быстро пройдемся. Во-первых, считал и считаю несвоевременным от слова вообще такие действия с перезахоронением. Второе, ну, насколько я понимаю, это ж о пантеоне. А если о пантеоне, то все пантеоны, которые я видел, и мы с вами давным-давно это обсуждали, они об объединении, а не о чем-то другом. О примирении, о объединении, о том, чтобы оставить в истории. Ну, понимаем, да? Но никак не пропаганда, никак не пиар на костях, то, что мы наблюдаем сейчас. С точки зрения националистов, приверженцев Коновальца и так далее, у меня вопрос масенький, такой скромненький. А це ничего, что в болоте перезахоронили? А вам не кажется, что вы сейчас свезете тут остатки всех, кого вы хотите свести, потом прилетит российская ракета и поклоняться нечему будет? Такая денацификация. Может, Зеленский помогает, не знаю. Вот. Ну и, наконец-то, ну, надо знать все о людях, которых ты перезахороняешь. Вот я честно скажу, действительно, если бы Коновалец встал с гроба, вот эта публика на 90, может и 99% присутствующая на перезахоронении была бы им расстреляна. Да. Понимаете, по причине того, что Коновалец как раз жил намного, в отличие от многих других лидеров, он жил по другим принципам. Если кто не знает, он даже с Советской Россией пытался наладить связь. Он говорил, соборность Украины прежде всего. Ну, большевики так большевики. Будем против Польши договариваться. Понимаете? А они вот это все. Ну, вот так вот. Интересная, скажем так, фотография с похорон. Все держат руку у сердца. Буданов как-то странно отдает честь, и многие заметили, что у него живот не на месте на фотографии, как-то выше положенного. Ну, у Стефанчука живот на месте, рука не на сердце. Ну, вот там, в общем, отличились на фотографии Буданов и Стефанчук. Вообще... И Зеленский. Ну, Зеленский у него как бы он... Ну, Предводитель, его табуретку забыли принести. предводитель дворянства, понимаете? Ну, вот. Наш слоняра. Вот что у нас с животом Будановым. Ну, может, мало ли что. Бывает всякое, может, ракурс неудачный. Зачем замазывают всех в этом действии? Вот давайте так. Белецкого сейчас высовывают на первый план. Это тоже идея Буданова? Раз идея пантеона Буданова. Что вообще происходит? Что перебивают нам? И почему сейчас та же Безуглая, которая вернулась к слугам народа и там требует вернуть Федорова, там все дела,
почему вот так получается, что, ну, в общем-то, она говорит: а Белецкий, смотрите, какой хороший, смотрите, какой замечательный, а ему бы фронтом руководить на славянском направлении, вот там, на поле боя, он бы там показал бы, он бы защитил постоянно теряющиеся территории. Смотрите, идет агрессивное продвижение Белецкого в лидеры. Даже та компания, которая сегодня развернута в Москве, цветы родственникам, там, погиб, загиб, убили и так далее, это тоже ж элемент, который в Украине по-другому воспринимает. Я скажу так, я не исключаю, что Белецкого готовят на какой-то серьезный вариант, на какую-то серьезную должность, военно-политическую, кстати, не просто военную, а военно-политическую в случае, если начнется какой-то исход и какие-то прорывы, какие-то неадекватные вещи. Вы Скибинецко слышали об угрозе в следующем году уже зимой наступления со стороны Чернигова? Так у нас, подождите, у нас что мобилизация каждые полгода в России, что угроза наступления со стороны Чернигова. Уже же было это. Смотрите, угроза со стороны наступления Чернигова, она намного реальнее и ближе к действительности, чем мобилизация в России. Путин 5 лет избегал мобилизации в России. Никаких предпосылок, чтобы ее начать с Нового года, нету. Кроме писанины в западных и наших украинских СМИ, заявлениях Зеленского и его приспешников. Нету. Ну вот я специально изучаю, насколько это возможно, ситуацию в Российской Федерации. Ну нету предпосылок для мобилизации. Даже вторжение в Курскую область к этому не привело. Да. Более того, есть союзный договор с Северной Кореей, который выполнялся и выполняется сейчас после дальнобойных ударов. Понимаете? А нам продают туфту. Поэтому наступление со стороны Черниговской области возможно. Мобилизация в России, а зачем она им? То есть тут Александр очень серьезный момент по поводу Черниговской области. Я думаю, тут какого-то надлома, какого-то переломного момента. Они могли бы пройти там энное количество километров и сейчас. Но ждут чего-то. Чего будем видеть? Смотрите, выход к условно Нежину или Крутам при нынешней технологии войны будет означать, что Киев будет покрыт вражескими дронами. Полностью. Как сейчас Запорожье, понимаете? Сможет ли там при этом такое количество людей находиться? Что они будут делать? Кто будет брать на себя ответственность тогда? Возможно, тогда хотят и скинуть ответственность на Белецкого. Понимаете, как пытались в свое время ее на Коновальца, кстати, скинуть. Коновалец был, если откинуть все идеологические и другие моменты, военным, который последний сдерживал большевиков, которые захватывали Киев. То есть он последний держал Киев, несмотря на то, что галичанин, в отличие от многих своих земляков, он сказал сакральные слова, которые понимают одинаково и в Киеве, и в Москве. Доля України вирішується в Києві.
ни во Львове, ни в Харькове, ни в Донецке, ни в Днепре, ни в Одессе, как бы мы не любили эти города, как бы мы к ним не относились, но доля Украины вирішується в Києві. И итог этой войны, Александр, будет решаться в Киеве. Киев – мать городов русских. Это не забывает никто. Ну, вы знаете, все это, конечно, решается в Киеве, без всякого, но многое что сейчас решается в Одессе. Причем, знаете, все как бы так традиционно, они же смотрят, что, ну вот, например, там вышла, например, Санду, да, вышла, сказала, мы должны помочь там вывести зерно. Все говорят, вот там на пляже чего-то взорвалось. Но опять-таки, ну, не, это хорошо, что где-то в море, там, понятно, дети купаются, то от суда, то еще какая-то инфраструктура. Но тут же был Геленджик вот недавно, да, где прям на пляж упал дрон. Тут была история с той же Одессой, когда лежала, спала женщина, да, вот, и, ну, обломок упал и убила, ну, то есть, а там 7 погибших. То есть, и нам пытаются показать вот эту Одессу вообще под каким-то интересным соусом подать. Дюка, ну, как бы разобрали от мешков, сказали, а чего? О, значит, мир скоро. Нет, они просто смотрят, он развалится там под тяжестью мешков, вот этот памятник исторический, понимаете? Но Одесса предстоит Абсолютно еще... точно. Но... Причина не в мире, а в памятнике, в состоянии его. Ну, а потом разбирайся с этим ЮНЕСКО, а кто его? Его ж не воссоздашь, его же не отреставрируешь, понимаете? Тем более там в текущей ситуации. Но больше всего, знаете, что убивает? Вот какая Одесса убивает. Вчера показали видео, оно разошлось в местных одесских пабликах, как пацаны, подростки, забрасывали камнями бусик ТЦК. Вот продолжение истории. Значит, одного из парней поймал ТЦКшник, ударил по лицу, тут он тоже там начал брыкаться, тут его давай. Ну, то есть, понимаете, что уже происходит? Ну, то есть, это не просто там дуй, там, пакуй, понимаете? Это и комплектуй. Это уже немножко другое. Ну, там, по пацаненку лет, там, ну, не знаю сколько, 11, может, да, там, ну, вообще, то есть, это даже не какой-то там... Смотрите, все закипает. Все началось с Одессы, с Борисова, да, когда? Да. И все по ходу Одессой и заканчивается. Вчерашнее событие, парень это сегодня пойманный. Сегодняшнее событие, когда отбивали, ну, прямо с бусика, ну, забирали. То есть, сопротивление растет, люди объединяются, дети берутся за камни. Зеленский это понимает. Вот я не исключаю, что вот эти вот задержания, да, все, он сам дал добро съедать своих людей. Я не удивлюсь, если сегодня или завтра в обращении вечернем он выйдет и скажет. Мне доложил там глава СБУ или там генеральный прокурор. У нас вот такая ситуация. Мы приняли решение. РНБО сейчас подготовит закон, мы это ТЦК, это все будет по-другому. Он же на самом деле очень боится людей, которые объединяются и борются с властью, особенно в его направлении. Он очень боится Майданов. Это один из его страхов Зеленского. А переворачиваться и говорить на белое черное, ну, Александр, это что, первый раз? Вы видели? Так переворачиваются. Этого пацана, знаете, как украинские паблики? Видео как подписывают все. Вот это вот видео подписывают. Задержали там хлопца, который вчера забрасывал камнями. И все такие лайк ставят. Да, задержали, надо воспитывать. Ух, воспитываем. Так это все переворачивается с ног на голову.
То есть нам говорят абсолютно, ну там, вот у нас прорыв, там, вот у нас есть там какие-то потрясающие успехи. Ну вот они, потрясающие успехи в Днепропетровской области, от которой освободили, ну, ВСУ освободили от российских войск. Вот, пожалуйста, 16 населенных пунктов Синельникова. Эвакуация детей, эвакуация, все, вперед из Значит, песни. Александр, скажу вам, первое. Загнать населенный пункт в серую зону не означает его освободить и контролировать. Понимаете? Увеличение серой зоны называть освобождением, но это только вот Петрова и Иванова научились. Иванов, кстати, он дописался, говорит, мы хуже нацистов. Вот прямым текстом, все нормально. Говорит, Вермахт был хуже от нас, мы вот хуже нацистов. Да, писаные прокуроры не такие. Значит, а Зеленский переобуваться, я вам вот пример приведу. Свежак, буквально 2 дня. Смотрите, вы же видели, даже не 2, вчера. Вы видели, наверное, его там, если не обращение, то кусочек, потому что я их тоже все смотреть не могу. Говорит, примем закон об усилении ответственности на дорогах. Я, ну, честно говоря, я не знал, мне плакать, посмеяться, поплеваться или что мне с этим делать. Я, честно говоря, первые 10 минут, когда это услышал, я даже не мог ничего сказать. Для того, чтобы наши зрители понимали, Александр, наверное, помнит эту историю. В 2019 году, он еще тогда на Ньюсване работал, Игорь Владимирович провел, то есть я, через парламентский комитет по правоохранительной деятельности законопроект об усилении ответственности от бухие на дороге, ну и так далее. Значит, через 2 чтения в парламенте провели. Проголосовали, спикер подписал. Зеленский заветировал своей подписью, похоронил закон, проходит время, говорит, РНБО будет. Какое отношение РНБО к законотворчеству имеет? Люди, вам Зеленский, я извиняюсь, сыт в очи и говорит, что божья роса. Не имеет РНБО полномочий законодательной инициативы. Президент имеет. Кабинет министров имеет целый на заседании. Народные депутаты имеют. В определенных вопросах еще имеет право омбудсмен. Все. Какое РНБО? Выходит вот это. И тоннами. Ну, просто сцит в глаза. Понимаете? А после чего? Очень же 2 такие интересные аварии произошло. И тут срочно надо было фокусы менять. Значит, ехал Илья Павлюк, это дядя одного из нардепов знаковых и куратор группы 40 человек в «Слугах народу». Он же король контрабанды на Буковине, в Черновецкой области. Ну, он непосредственно спонсировал штаб, когда Зеленского избирали. Да. Он конкретно обеспечивал крышу, кэш и все остальное. Ну, ехал и сделал аварию. Тяжелую аварию сделал, это самое. Убежал. На блокпосту остановили, там задержали. Вы скажете, что пьянющий. Да я ж, дайте договорю, это самое. Тут, а мне сигнализируют с места, говорят, ну, во-первых, говорят, він бухарь, ну, он постоянно ездит бухой. А во-вторых, говорят, ну, не просто бухой, а, ну, в дупу бухой. Я записываю видео, говорю, уважаемое руководство Нацполиции, вас вот только назначили, да? Вот вам тест первый.
И Нацполиция, надо отдать должное, выходит и говорит: 2,6 промилле. Ну, вот его фотография, да, с места ДТП. Да, 2,6 промилле, понимаете, это надо 3 литра буряковки выпить, ну, чтобы 2,6 промилле был. Значит, ну и понятно ж, больно, парень знает многое и так далее, и так далее. А тут утром, на следующий день в Киеве происходит авария. Есть там такой господин Островский, был когда-то то ли смотрящим, то ли подсматривающим в Лукьяновское СИЗО, совершил ДТП с летальным исходом, тоже под какими-то веществами, то ли под тем, что Зеленский любит, то ли под, может, и алкоголем, не помню уже. Но дело в том, что как раз Островский оказался в этой истории вообще не при делах. Ехав якийсь идиот, снес его с машины и внес в ресторан. Слава богу, что на летней площадке ресторан был закрыт, никого не было в это время, потому что, ну, если было полно, как всегда, то 30-40 человек без российских дронов. Вот. Ну и что делают? Берут и начинают вот это разгонять. Это Островский, это Ц. Я его никогда не видел, не знаю, ну, только слышал. Даже писал о том, когда он аварию сделал. Значит, это самое. Но в данном случае он не при делах. Но это специально раздувается так, чтобы люди не на Павлюка слугу, да, смотрели, и контрабандиста, а на этого Островского. А потом еще выходит Зеленский, говорит: РНБО закон разработает, который я заветировал. А зачем закон? Они сегодня опять фантомы возвращают, вот эти все, ну там, скорость, вот эта вся история. А то, что было раньше, то, что убирали, да, сейчас они возвращают опять на дороги, торжественно объявили. Смотрите, как быстро работает. Зеленский сказал, все сразу сделали. 7 лет назад Зеленский совершил преступление. Вот это вот аварии эти, там, где задавили людей в нетрезвом состоянии и тому подобное, это на его совесть. Ну, да, закон не может остановить полностью, но большой процент подобных вещей не случился бы, если бы он не заветировал, согласитесь. Ну, то есть, вообще какая-то дурь собачья. Ты сам сделал вот это, а теперь ходишь, рассказываешь, что ты введешь закон. 7 лет назад закон был принят. 7 лет. Без фантомов, без ничего. Это та же история, что с педофилами. Понимаете? Тоже. Это же он заблокировал. Он. Поэтому, ну, хай несет ответственность за это все. А не рассказывает людям в глаза. Ну, знаете, тут как бы, опять-таки, возвращаясь в Одессе, сейчас сообщают, что в Одессе был атакован сухогруз. Украина не подтверждает, ну, вот сообщают с российской стороны. Но в то же время вот опять тревога уже, которая 5-я, да, за день под ударом Бровары. Также на запад Украины летят Ровенщина, там Тернопільщина, летят дроны с камерами. Об этом сообщают. Это означает, что вполне вероятно может быть массированный обстрел. И мне, знаете, вот что больше всего раздражает? Вот эта вот история. Украинцы, готовьтесь. Готовьтесь, там бумаги туалетные прикупите, там гречки пару кил положите себе там в кладовку. И вот такие, готовьтесь. Гетманцев вышел сегодня, говорит: мы на краю пропасти. Даже если нам будут вовремя давать то, что обещано, нам все равно не хватит. Ну, экономически. Все. То есть, и так вот... А на квартирку в Ницце хватит? И так вот сидишь и думаешь, елки-палки, а к чему готовят? Как готовятся? Ну вот с точки зрения украинцев, которые на территории Украины за вот этим всем цирком и издевательством наблюдают. Украинцев, которых, я помню, первая такая знаковая история, когда сбили мать
престарелую, но потом вроде там говорят, не умерла она в Харьковской области. Вроде как не умерла, да, но тем не менее, когда паковали ее сына. А сегодняшний день это второй, тут ребенка сейчас ТЦКшник бьет, понимаете? А как готовиться? Чем может Александр, помочь государство готовиться? Смотрите, Александр, ну, я глубоко убежден, что вы, я, журналисты, блогеры имеют право говорить, обращаться к людям, говорить, берегитесь, запаситесь, выедьте, ну и так далее. Но не представители власти. Ну, это же выглядит, ну, мы руководили, пилили, воровали, квартиры в Ниццах, Испаниях везде покупали. Теперь выходим и говорим, моя семья в Ницце, но вы приготовьтесь. Вот приготовьтесь. Вот Данила говорит, семья в Ницце, а он говорит, приготовьтесь. Это знаете, как люди, сидящие за границей, топят за войну. Вот это приблизительно то же самое, что Гетманцев, который говорит, приготовьтесь. Ну вот я считал и считаю, что за войну могут топить только те, кто в передовой на окопе. Это хотя бы логично, правильно? А не в тепле где-то, в добре, без снарядов. И так само предупреждать может кто угодно, но точно не представитель власти. Что вы сделали, чтобы избежать? Вот сухогрузы. Давайте посмотрим на эту историю. Значит, первое. Рекордный, прекрасный, такого еще давно не было, шикарный урожай, который вывести на экспорт невозможно. Значит, ну, просто его вывести невозможно. Одесса заблокирована с одной стороны, с российской, а заблокировали Польша, Словакия и Венгрия с другой стороны, потому что обваливают сельхозрынок, скидывая там зерно Европы. Это так, по-дружески. Ну, может быть, не заблокировали, если бы до этого выполняли обязательства, они обваливали рынок. Поэтому призывы Санду – это как вода в песок, знаете, ну, ни о чем. Это один момент. Второй момент. Все действительно очень сильно подорожает. Одесса долгое время была хабом, где с трудом, но какое-то снабжение, какие-то контейнера, что-то двигалось, сухогрузы какие-то, все. Сейчас все остановлено. Мост в Маяках то разрушают, то что-то с ним делают, восстанавливают опять ненадолго и так далее. Санду то, что говорит, ну, я дико извиняюсь, но не Констанца, порт Румынии, не болгарский порт, если болгары еще вопрос дадут им попользоваться, они не перевалят ни того количества аграрки, которую надо экспортировать, ни товаров, грузов, которые надо привезти в Украину. Поэтому действительно коллапс, действительно впереди страшные тяжелые времена, темные времена. Но когда об этом говорит Гетманцев, так ты же их помогал строить. Давайте вот завершим основную часть перед тем, как перейти к вопросам зрителей. Очень важным. Сегодня, ну вообще последние дни, я думаю, вы тоже видите, движение на фронте идет. Очередные там 2 населенных пункта отчитывается российская сторона, но мы понимаем, что это, как вы сказали, серая зона, не серая зона. Есть сообщение, что Краматорск стал ближе.
что уже под Дружковкой населенный пункт тоже, то есть еще ближе Чуть ли не Дружковка. наоборот, чуть ли не на входе в Дружковку, да, абсолютно. Ну, то есть мы видим, что идет движение по Донбассу, там Ореховское направление тоже отрабатывается. В общем, движение идет. Рассказы о том, что мы там Искру взяли и 30 российских военнопленных взяли, это, конечно, прекрасно. Но я не буду утверждать, но попахивает заготовкой. Ну, потому что ровно в тот момент, когда становится сложнее на фронте, вот это вот все вываливается. И в этот момент выходит Подоляк и говорит, что вот мы сейчас договоримся об отмене воздушных ударов, и война сойдет на нет. Ну, то есть все. И какие-то таинственные 180 дней гуляют как бы из уст в уста, что, мол, какой план? Сказать, что так, типа, все, заканчиваем и на линии разграничения, и по воздуху, и по морю, и вообще везде. Может, даже в интернете заканчиваем. Сегодня он опять лежали в Приватбанке платежи. Не могли люди заплатить безналом. Ну, то есть заканчиваем все на 180 дней. А за эти 180 дней там спокойно садимся, уже переговоры и так далее, там договариваемся. Так война и закончится. Ну, как бы нам вот такой толкают нарратив и такой план. Ушаков вышел сегодня, сказал, что это, в общем, нет. Ну, то есть нет, остановки по линии фронта не будет. Как вы думаете, на какой козе будут подъезжать и к кому с этими 180 днями? Я думаю, что коз и козлов там на Банковой предостаточно. Это самое. Будут подъезжать через американцев, будут подъезжать через европейцев. Ну, американцам для начала сегодня утречком Зеленский плюнул в лицо Венсу. Поэтому, я думаю, там тяжеловато будет подъезжать, потому что Венс лично настаивал не бить по казахстанским танкерам, а тут взяли и ударили. Говорят, нефть была российская, откуда не знают какая, ну, неизвестно. Но факт тот, что Казахстан очень важен, особенно в контексте происходящего в Армуде, ну, на Ближнем Востоке, очень важен сейчас для США. И... То есть, через европейцев. А кто их слушать будет? Ну, я говорю и повторюсь. Александр, две страны, два народа. Говорить надо напрямую, говорить надо четко, говорить надо, понимая о чем. Есть ряд вопросов, которые разгоняются для того, чтобы сделать остановку войны невозможной. Языковые, исторические, церковные, геополитические, их в окно НАТО выкидывают, они в двери ЕС. Их в окно ЕС, они в двери НАТО стучатся. Понимаете? То есть, и им говорят, то закрыто, идите отсюда, но они все равно продолжают. А все почему? Продолжение войны, в которой они заинтересованы. Сколько выживет украинцев, никого не волнует. За 4 дня 1500 в Румынию прорвалось. То есть мы можем масштабы посчитать, и не одна же Румыния, да? Вот просто коллапс. И самое главное, что те, кто его привел, сейчас об этом говорят на полном серьезе и говорят: приготовьтесь, туалетную бумагу купите, соли не забудьте пачку там, и так далее, и так далее. Мы на пороге серьезных событий. Будут ли они переломными? Удастся ли нам сохранить страну под обломками? Это вопрос, наверное, самый ключевой, который есть, и ответ на который нам предстоит дать уже совсем в ближайшее время. Друзья, подведем итоги нашего опроса. Они вот такие. Удастся ли Зеленскому сменить министра обороны на Хмару? Значит, такие результаты. 9%. Картонки победят, Федорова вернут.
15% нет, депутаты испугаются, будет еще долго и ом. 32%, что найдут какую-то третью кандидатуру, ну, чтобы всех удовлетворить. Ну, а 45% считают, 44-45 меняется голосование. В общем, картонки уже повержены. Получится. Завтра все получится. Проголосуют, и некому будет и рот открыть. А что ж это такая за нация? Нам же как говорят, вот нам что-то не понравится, мы на Майдан выйдем и всех поменяем. А тут смотрите, женщин бьют, детей бьют, издеваются, гривню обрушивают, цены, продуктов нет, хватают, издеваются. Ну, какой-то ад. Где же Майдан? Смотрите, Александр, все очень просто. Психология народа, нации любой, она зиждется на восприятии окружающего. Да, были все крутыми революционерами, бегали там, кричали, свергали. В Украине такое уже было 100 лет назад. А потом поехали воронки по улицах. Точно так, как бусики ТЦК. Вы не заметили, что бусик ТЦК – это как воронок? И зачем надо были репрессии Сталину? Чтобы держать. И все. Вот то же самое с этим. Все. Они, пассионарии, погибли на фронте многие. Остальные запуганные либо в бусик, либо это самое, либо контролированный митинг, как с картоночками стоят. Вот и все. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете. Начнем непосредственно с сообщества YouTube. Поехали. Так, здравствуйте, Наталья пишет. Почему под публикациями украинских СМИ с гневными комментариями собирают сотни лайков, в то же время комментарии с конкретными вопросами о том, как решить аналогичную проблему на практике, остаются без ответа? Не получается ли, что народ научился активно возмущаться, но абсолютно инертен в процессе перехода от возмущения к реальным действиям? Ну, на самом деле вы правы, да, народ возмущается намного активнее, чем ищет выход и ответы на вопросы, или хотя бы начинает формулировать вопрос. Это правда, так и есть, к сожалению. Опять же, причина в гибели пассионарной части общества и запугивании всех остальных. Ким спрашивает: добрый вечер, Александр. Ну, не тот Ким, который... И не тот, который Николаевский. Пользователь Ким. Добрый вечер, Александр и Игорь. Два вопроса гостю. Что за химическая утечка была в Днепропетровской области? И почему пропагандисты Украины, например, Гордон, Курбанова, ведут свои эфиры на русском языке, а не на украинском? Заранее спасибо и хорошего отпуска. Начну сначала, потому что на второй вопрос проще ответить. Значит, есть огромное количество украинцев, которые разговаривают на русском языке. И переломить их очень тяжело. А есть еще даже количество определенных людей, которые пытаются говорить на украинском. Но эфиры им слушать лучше на русском. И вот пропагандисты вот на эту аудиторию работают. Тем более этот язык для них привычен, ну, в других. Гордон на украинском – это можно буквы фамилии попутать. Этот самый, значит, что касается вопроса номер один, напомните. Днепропетровская область, утечка химии. Значит, смотрите, насколько я понимаю, азот. Угу. Ну, так была? Была. Так и на Полтавщине была. Так, вот такой вопрос. Игорь, есть ли в вашей коллекции носорог с гравюрой Дюрера? Носорог с гравюрой Дюрера, вы имеете в виду копия гравюры Дюрера? Ну, да. Есть.
есть несколько штук в нескольких вариациях. Футболка есть с гравюрой Дюрера и статуэтка с гравюрой Дюрера носорога есть. Вопрос с претензией от Тони Шибаева. Игорь Владимирович, как националисты в костюмах планируют забирать власть у зеленых гнид, если они даже марш мира за полгода организовать не смогли? Националисты в костюмах – это реальная какая-то сила или миф? Или кто-то сила, которая способна освободить Украину от оккупантов? Ну, во-первых, я впервые от вас слышу, что националисты в костюмах, кроме меня, может, самого инициировали там какие-то марши мира или еще что-то. Значит, это во-первых. Во-вторых, марш мира можно и нужно проводить тогда, когда он не просто походит, а будет иметь какой-то эффект. Если это окажет давление на какие-то европейские структуры и наблизит нас к миру, а просто походить по улице в Вене, Берлине, Брюсселе, ну, можно и без марша. Вот, понимаете, поэтому перенесли его в связи с тем, что депутаты Европарламента ушли на каникулы, так как и украинского. У них, правда, длиннее каникулы, у этих наших поменьше. Ну, я смотрю, Разумков такой загоревший на трибуне, еще ряд его коллег такие вот. На Мальдивских островах, наверное, там где-то, ой, округах, извиняюсь, я оговорился, это самое, развлекались. Поэтому, смотрите, нам необходимы не националисты в костюмах, а нам необходима, условно, партия мира, которая объединит людей и националистов в костюмах, и левых, и правых, и либералов. Всех объединит, кто хочет мира в Украине, кто готов бороться за мир в Украине. Вот это нам необходимо. А уже потом, когда вернется мир, закончится война и начнется политический процесс, разойдемся по своих политических квартирах, и люди проголосуют за националистов в костюмах или коммунистов или кого-то еще. Да, значит, дальше. Следующий вопрос. Игра крупная, огромные деньги, чудовищные последствия, но ЦРУ по мелочи не играет. Вспомним Сальвадор. А на Украине клоунада с перезахоронением трупов нацистов. Вроде общество поляризует и внимание отвлекает. Согласны? Смотрите, ну, во-первых, значит, скажу так. Ничего нигде никого не отвлекает. Я вообще слабо понимаю до конца, зачем делается то, что делается. Во-вторых, знаете, перезахоронение или любое другое действие, кто-то кому-то продал какую-то идею, что она им что-то принесет, отвлечет, еще что-то сделать. А она непродаваема. Ну, этого слоника в этот период продать нельзя. Вот и все. Так, понятно. Вот такой вопрос. Лина Востроилова. Игорь Владимирович, почему бы не капитулировать, а лет через 30 опять предать? Очень интересный вопрос. Смотрите. Поэтому и не надо капитулировать. Вот вы сами ответили. Поэтому и не надо капитулировать. Смотрите, можно построить очень хорошие добрососедские отношения, можно сделать экономические гарантии, которые унеможивлять войну новую, жить нормально,
думать по-разному, говорить на разных языках, в церкви ходить самые разнообразные. Только не гнать одну там в интересах другой, ну или наоборот. Можно историю по-разному трактовать, все можно. Но это если люди хотят мира. А если люди хотят войны, то они будут требовать капитуляцию. Я еще раз говорю, капитуляция Украины и оккупация Украины приведет только к одному. К следующей войне через энное количество времени. А я противник этого. Это да. Добрый вечер, чат трансляции. Как вы прокомментируете короткометражный фильм 1980 года, снятый на Киев научфильме под названием «Каиновы слезы»? Что с тех пор изменилось? Смотрите, это вообще Каинова война, если вы на это намекали. Понимаете, поэтому ничего не изменилось. Угу. Тут идет только спор, кто Каин, кто Авель, но, по-моему, все смешалось в доме Облонских. Ну, ну, у каждого свое мнение по этому поводу. Тут давайте завершим наш эфир, потому что это, конечно, вопиющая ситуация. С другого ракурса. То есть продолжение видео в Одессе с хлопцем, подростком, которого поймал ТЦКшник за то, что там якобы он там бросали, короче, машину в бусик. Ну, так вот. Вообще, конечно, это, знаете, что-то на грани. Ну, Республика Шкит это не то, ну, не тот контекст, типа ликвидация, то есть уже одесская. Ну, не хочется паренька шпаной называть, но с точки зрения вот этого, ну, то есть он как бы с ним, он противостоял как мог. Там за ногу, захват там тоже, то есть он не сдался, хоть и, конечно, плакал от вот этой несправедливости. Я хочу, чтобы мы закончили будущим поколением. Ну, Смотрите, каким оно будет? смотрите, для того, чтобы вообще не потерять будущее поколение, чтобы его вообще не потерять, потому что мы его можем потерять, оно или выйдет, или это сам. Нам необходимо будет разобраться в середине страны, там, не с Россией, не с международным сообществом, в середине страны с людьми, которые творили вот такие чудовищные вещи. И ТЦК должно быть признано преступной организацией. И ТЦКшники, все работники, должны пройти специальную следственную комиссию. Надо проверить имущество. Что-то, мне кажется, 50 тысяч объектов недвижимости в Испании – это не ухилянт в большинстве своем. Вот. И так далее, и так далее. Если мы этого не сделаем, мы просто потеряем поколение. Ну, а пацану честь, уважение. Шпана. Но Ну, правильно, но правильная шпана, в с хорошем, да. правильными понятиями и правильными отношениями. В хорошем смысле этого слова. Ну и как бы, ну, как это, за уже нота бене нашему сегодняшнему эфиру. Это тоже, конечно, тут у нас коновальца таскают по церквям по этим мощи, непонятно куда девают святых. Вот, пожалуйста, реставрация Кремля, Архангельского собора. Мощи Дмитрия Донского нашли, представляете? Вот две новости. Закопали Коновальца, нашли мощи Донского. Смотрите, где находятся мощи Донцова, было известно и всем известно давным-давно.
Я думаю, что как раз нашли мощи Дмитрия Донского специально, чтобы показать одно и другое, противопоставить одно и другое. Плохо это или хорошо? Я скажу так. В любом случае надо оставаться людьми и помнить, что ты человек, что тебя держит на этой земле, для чего ты живешь и почему ты живешь. Иначе это все не больше, чем лозунги. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим зрителям. Друзья, лайк, репост, комментарий этому видео, подписка на канал Шелеста, донат, если есть возможность, и будет вам счастье. И будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. До скорого.